Мы в гостях у председателя партии ЛДПР и руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимира Вольфовича Жириновского. Владимир Вольфович, в связи с вашим таким очень напряженным графиком, только один очень важный вопрос по поводу ситуации в Йемене. Вот буквально в воскресенье представитель Госдепа Джош Эрнст сообщил о том, что в Йемене США борются с ИГИЛ и Аль-Каидой. И поэтому их действия, как всегда, абсолютно планомерные, прозрачные и справедливые. Как вы оцениваете эту ситуацию, что происходит в этом регионе и насколько для нас эта ситуация важна? Ну, Йемен, там всегда было неспокойно, часто были перевороты. В советское время он, так сказать, был ближе к нам, особенно Южный Йемен со столицей в Адане. Там была партия, которая практически сотрудничала с КПСС, а на севере был более прозападный режим. Потом они объединились, потом арабская весна, потом Аль-Каида, везде ее выгоняли, и они обосновались там, в Йемене. Там всегда было много партизанских таких движений, вот, так что это не было таким классическим государством. В основном это племена, вот. Допустим, Египет, Ирак, Иран, Ливан, там есть какая-то классика. А здесь, в общем-то, особых таких достижений у них не было. И действительно там могли обосноваться некоторые структуры Аль-Каиды, поскольку туда трудно добраться. Вот. В Саудовской Аравии тяжело им действовать. Из Ирака их выгнали, допустим, Иран не пускал. Но здесь очень сложный такой компот, коктейль. Все, что сейчас сделали американцы, это все специально сделали. Разрушили все нормальные режимы. Саддам Хусейн в Ираке, Каддафи в Ливии, Мубарак в Египте. Хотели и Асада сместить, но поняли, что уже слишком перебор. Вообще хаос получается, и, может быть, так сказать, большие условия благоприятные для этого нового экстремистского государства ИГИЛ. Потому что начинали они Талибан, только Афганистан. Потом Аль-Каида, это уже по всему арабскому миру, и даже за рубеж они ушли, в дальний. Но вот апофеоз, как бы, Олимп, это вот создали уже государство. Поэтому то, что Аль-Каида там есть, это большой проблемы не создает никому. А вот то, что исламское государство ИГИЛ может воспользоваться этим и укрепить свои позиции, это, конечно, представляет проблему. Ну, ведь в данном случае Саудовская Аравия, она как раз печется о своих интересах, потому что, насколько я знаю, там идет, там корабли из Саудовской Аравии с нефтью идут через этот Аденский залив, и если что-то в Йемене, вот кто-то там начнет стрелять и продает информацию, то там могут быть проблемы просто с ценами на нефть сразу. Пока все спокойно, там ведь были проблемы с Сомали, и Сомали могло бы заворачивать танкера, но это они боятся, потому что это весь мир восстанет, ибо нефть идет, вся арабская нефть идет в основном через Красное море, и блокировка там, даже Иран боится этого сделать. Тут проблема религиозная, потому что идет борьба между шиитами и суннитами. И Иран, это главное шиитское государство, они практически теперь в Ираке господствуют. Там большая часть населения шииты. Помогает Хафизу Асаду, там шииты. Ливан, шииты. В отдельных точках Саудовской Аравии есть шиитские племена. И Йемен. То есть вот Иран контролирует 4 государства. Вот он: Ирак, Сирия, Йемен и сам Иран. Вот они как бы 4 столицы. И это часть мусульманского мира, большая часть сунниты. А Саудовская Аравия – центр суннитского мира. И поэтому раз шииты, значительная часть йеменского населения, прогоняют президента суннита, то первый сигнал к войне – это именно религиозный. Как это так? Шииты выгнали президента Йемена суннита. Вот проблема в этом.
Вот я прошу прощения, я такую слышала версию, что поскольку там Иран, а Иран сотрудничает с Россией, значит там и вообще, опять же, это рука Москвы. Это громко не называется, тем не менее, вот как вы относитесь к такой точке зрения? Ну, сунниты боятся. И государства залива, и это вот там Катар, и Бахрейн, и Дубай, Абу-Даби, Оман, все эти небольшие государства залива, там тоже проходит нефть, и сами нефтедобывающие, вот, они боятся Ирана, потому что Иран может их наказать через пролив в Персидском заливе, а если под контролем Ирана будет Йемен, накажут в Аденском заливе, и они могут перекрыть движение всей арабской нефти. И они этого страшно боятся, конечно. Вообще они борются с шиитами. Это старая вражда, как католики и православные. Ведь у нас Запад против России – это в основе религиозная основа. Советский Союз же нету, коммунистов нету. А основа вражды Запада против России – это то, что мы православные. Если Византийская империя оставалась бы, мы были бы на равных. Потому что Константинополь был второй Рим. Он был сильнее Рима. Но нету Константинополя. Мы одни. И их бесит католиков, что вот православная Россия участвует во всех мировых процессах. И враждебность и шла все 300 лет именно с этой стороны. Что мы не являемся католиками и протестантами. То же самое шииты и сунниты. Вечная вражда, потому что это две ветви одной религии. Ну, вечная вражда, тем не менее, есть же некие там правила хорошего тона. В данном случае Саудовская Аравия действует как совершенно четкий агрессор. И никакого осуждения нет. И я уж не говорю про то, что никаких санкций, никто даже не говорит об этом. То есть им можно получать? Вот здесь как бы уже давно так идет. Допустим, американцы и Европа молчали, когда Турция бомбила Северный Ирак, считая, что там курды имеют свои базы против Турции. И Запад молчал. Никто ничего не говорил. Турция захватила пол Кипра. Прямая агрессия. И Запад молчал. И потом бомбили, но когда бомбили, скажем, столицу и вообще Ливию, страну, и Ирак, там хотя бы была коалиция западных стран. И в отдельных случаях они получали решение Совета Безопасности ООН. А здесь как бы партизаны взяли и захватили столицу. Но ведь Януковича выгнали, законного президента, и никто не встал на защиту. Ведь у нас были все основания бросить нашу армию и помочь Януковичу вернуться в Киев. Но он же, наверное, не обращался за этим. Президент Йемена суннит, он немедленно сбежал в Саудовскую Аравию, потом сбежал в Египет, обратился к ним: спасите, защитите. А Янукович, видимо, даже и не обратился к нам. Но, конечно, это нарушение международного права. Это чудовищно, когда в любой момент бомбят любую страну, потому что кто-то там, какая-то маленькая революция, какой-то переворот. Но позиция должна быть единая. Если мы возвращаем к власти законных президентов, например, во Франции вернула законного президента Мали, бросила своих десантников. Вот. Мы могли бросить наших десантников псковских и вернуть Януковича в Киеве к власти. Тогда сейчас мы бы выступили против захвата власти в Йемене. А так Америка делает только то, что ей выгодно. А мы оказываемся чуть ли не виноватыми еще. Как вот сейчас футбол Черногории. Наши футболисты пострадали, а административный суд возбужден в отношении и Черногории, и России. Что вы делаете вообще? Весь мир же видит, что бросают в нашу команду. Нет, виноваты обе команды. Что такое? Вот до чего дошли уже. Даже здесь они, если бы там вместо нас была бы команда Франции, уже бы Черногорию лишили бы и стадион, и страну для проведения матчей, и записали поражение. Даже в спорте они идут против нас сегодня и идут на нарушение. Вот такой вопрос, если вернуться в Европу. Проблема в том, что в течение года уже Европа предпринимает действия, которые идут во вред ей. Они идут на пользу Америки, и Америка уж так выкрутила руки всем руководителям европейских стран, что уже это невозможно не замечать. Как вы считаете, в чем причина такой послушности Европы и европейских лидеров? Потому что Европа всегда
не любила Россию и боялась. И готова была себе там отморозить Вот. уши ради этого? А сегодня, раз Америка еще и подсказывает, делает так, старая Европа не хотела бы воевать с Россией. Но упрекать Россию, унижать, поддерживать санкции они с удовольствием. С удовольствием. Так себе в ущерб они это делают. Ну и что? А что им в ущерб? Страдает народ. Фермеры там, рабочие. А что? Оланд, президент Франции страдает? Или Меркель? Они как питались, так и питаются. Лично они не страдают, но тем не менее... Тем не менее им выгодно вместе бороться с Россией. Мы тут празднуем 9 мая, 45 год. 70 лет победы. А у них нет праздника. Они все проиграли. Они все были на Восточном фронте. У всех у них дедушки погибли здесь. Мы перемололи 8 миллионов немцев. Разбили все румынские дивизии, итальянские, испанские. То есть они все были в числе проигравших. А кому хочется быть проигравшими? Мы же до сих пор, наверное, ненавидим монголо-татарское нашествие ига. До сих пор мы ненавидим немцев. За все их походы еще немецкие ордера, эти рыцари, да Первая мировая, да Вторая. Поэтому у них тем более свежая ненависть. В 45-м мы оккупировали, мы же и в Австрии стояла наша армия, и в Германии, вся Восточная Европа. Поэтому, конечно, у них есть определенная к нам враждебность. Это неправильно, это незаслуженно. Мы их освободили, мы принесли мир, свободу. Но это вековая ненависть. Это еще после Наполеона была ненависть. Французы нас ненавидели. Потому что мы разгромили. Наполеон всю Европу взял, а мы разгромили. Гитлер всю Европу взял, а мы разгромили. Турки всю Европу держали, а мы Османскую империю громили, 30 раз воевали. Поэтому здесь это вековая уже к нам такое, как бы, враждебность, она культивировалась в Европе 300 лет. Уже 300 лет. Вы прогнозируете, что эта ситуация вот такой враждебности и опасения по отношению к России, еще она будет продолжаться еще и усиливаться с усилением России? Конечно. Чем мы сильнее будем, тем они больше будут бояться. Но у нас выхода нет. Мы не хотим погибать. Они хотят, чтобы здесь была маленькая Польша. Вот. ЦФО. Москва там, Орел, да, допустим, там вот Тверь, Белгород. Не Белгород даже не это, они Украине 108 отдали бы. Вот 30 миллионов. Вот тогда они успокоятся. Без оружия, без всего, как Польша, как Украина. А если мощная страна, которая является, так сказать, самым сильным в военном отношении государством. У американцев много техники, но они никогда не воевали. Они в Первую мировую пришли только делить барыши, во Вторую делить, воевать они никогда не воевали. Они не умеют. Вот Вьетнам, они все проиграли. Афганистан, они уходят. Ирак, они ушли. То есть они никогда не одерживали побед. Единственная страна, которая одерживала победы, это Россия, поэтому зависть. Нам просто завидуют. Мы сильные, богатые, культурные и так далее. Весь мир читает наших писателей, и слушает нашу музыку, и смотрит наш балет, и боится наших ракет. И первый космонавт был наш человек. И наш космонавт, и радио мы изобрели, и телевизор, и интернет, и химия, система Менделеева. То есть очень много наработок. Все из России, самая творческая страна. Поэтому это сохраняется. Это как соседи, всегда не любят богатых соседей. Живет всех хорошо. Кулаков не любили, бедные крестьяне. Ничего нет, а тут, понимаешь, 5 лошадей, 3 коровы, там мельница у него, там 5 сыновей, хорошо одеты, крепкие ребята. Ну, конечно, ненависть будет. Богатый дом, богатое подворье, там и мед, так сказать, и медовуха, и мяса много, яйца, куры, кудахчет, все, он батрачит всю жизнь, чтобы будет ненавидеть богатого человека. Это всегда было и будет. Поэтому Россию недолюбливают за ее богатство. Да, ну вот у нас совсем заканчивается время, к великому сожалению. Да. Ваш совет вот россиянам, что надо делать? Там, не знаю, взращивать сад, работать, вообще перестать волноваться, либо все-таки время очень опасное и нужно как-то быть напряженными? Все нормально, ничего, никакого напряга не должно быть, спокойно жить и работать там, где люди находятся, в своих трудовых коллективах, никто на нас не нападет, никакой большой войны не будет, а экономический кризис будет всегда. Поэтому надо иметь свои огороды, свои сады, какие-то вот связи с родственниками, проживающими в сельской местности, своих каких-то просто познакомиться
с фермерами, и чтобы вам поставляли свежее молоко, сметану, сыр. Зачем эта дурацкая пища с Запада? Там в основном все ГМО, там очень много плохого питания, отравленного. Поэтому надо всем своим питаться, жить в России, учиться в России. И, конечно, пожалуйста, туристы пускай ездят по всему миру, кому-то интересно посмотреть. Но бояться нам нечего. Понятно. И нам есть чем гордиться. Понятно. Спасибо большое. Мы были в гостях у Владимира Вольфовича Жириновского, председателя партии ЛДПР и лидера фракции ЛДПР в Государственной Думе. Спасибо.